Приветствую всех зрителей! Вы на канале Академия Вкуса. С вами Диана. И я сегодня хочу с вами поделиться любимым рецептиком супчика в нашей семье. Это очень вкусный супчик, всем рекомендую. И дети полюбят, и взрослые полюбят. И посмотрите, какой он яркий. Посмотрите, какой он нарядный. Ну что ж, поехали! Начинаем наш шикарный супчик с мяса. Это будут куриные голени, 4 штучки я взяла. Будем их варить отдельно от основного супчика. Это у нас будет куриный бульончик. Я потом еще буду отбирать мяско, я это все вам покажу. Ставим наши голени на огонь. Добавляем лавровый лист, 2 штучки. И добавляем 3 штучки перца душистого горошком. Для того, чтобы наш бульон был очень ароматным. Накрываем крышечкой. Солить я не буду пока. И ждем, как бульончик наш сварится, как гомилки приготовятся. Горох я беру обычный, самый дешевый, обязательно колотый. Если у вас вода жесткая, чаще всего в ней очень долго разваривается горох. Предварительно я вам бы советовала его замочить. Часов на 6, можно на ночь. Я не замачиваю, у меня вода очень мягкая дома. Сейчас обязательно нужно горох хорошо промыть, чтобы водичка прозрачная аж была. Несколько раз промываем горох. Вот так вот хорошо промываем, чтобы вся вот эта вот гадость ушла с гороха, чтобы он очистился, вся эта пыль, вся эта муть. Горох промыли, поставили на огонь. Это будет наша основная кастрюлька, тут 3 литра будет общий объем водички. Ждем закипания гороха. И как закипит, я вам покажу, что мы будем делать дальше. Пока варится горох и курочка, мы нарежем картошечку. Вот так вот. Кто-то любит покрупнее, я люблю помельче. Так мне, скажем так, комфортнее так кушать. Небольшие кусочки картошечки. Скидываем в тарелочку нашу картошку. Зальем пока водичкой, чтобы наша картошечка не потемнела, пока все будет вариться. Наш горох закипел. Смотрите, тут очень много пенки. Нам сейчас нужно всю эту пенку слить, промыть заново горох и набрать чистой водички. Так, горох я промыла. Смотрите, он уже даже у меня разбух немножко, увеличился в размерах. Для чего нам нужно было делать всю эту процедуру? Во-первых, лишняя гадость ушла. Во-вторых, станет бульон более прозрачным. И в-третьих, у кого какие-то проблемы со вздутием после гороха. Вся эта процедура вас избавляет от лишних проблем. Обязательно варим горох только так. Накрываем крышечкой. И варим теперь его, как вам нравится. Я люблю разварить горох, чтобы прям была кашица. Кто-то любит, чтобы горох просто размягчился и кушать его уже. Я его развариваю до состояния кашицы. Так, тем временем наши голени уже выделяют пенку. Мы ее убираем, эту пенку. Следим. Затем, чтобы вот эта вся гадость тут не оставалась сверху. И на медленном огне, потихонечку, не спеша, мы все это варим. Пока все процессы наши продолжаются, нарежем морковь. Хочу я ее именно нарезать, не тереть на терку, а нарезать. Тогда супчик наш получается более ярким и симпатичным. Скидываем в тарелочку. Теперь лучок. Я взяла 1 луковицу. Режем стандартно, как на зажарку. Я люблю помельче крошить лучок. Кто-то любит покрупнее. Поэтому режьте, как вам комфортно. Вот такими вот маленькими кусочками нарезаем. Складываем в тарелочку, ждать своего часа. Далее у нас будет чесночок. Я взяла
3 зубчика. Я чесночок хочу порезать и поджарить вместе с лучком. Это будет очень вкусно и очень ароматно. Обязательно так сделайте. Складываю прямо к луку. Наши гомилки варились полчасика. Я их достаю в тарелочку, пусть остывают. Бульончик сейчас буду я процеживать. Тем временем горох. Он у меня уже начал развариваться, он уже размягчился. Вот в такую кашицу. Сейчас уже такой мягюсенький. Вот. Но он где-то у меня варился минут 20 горох. Остужаем гомилки, сейчас буду их оббирать. Процеживаю наш бульончик. К нашему гороху, смотрите, как он уже разварился, выпарилась водичка. Я сейчас к этой водичке, что выпарилась, добавлю наш бульончик, который мы сливали. Я добавляю не весь, так, немножко, сколько влезет. Так вот, чуть-чуть добавлю, если что, я потом еще подолью, чтобы немного было. Добавляю картошечку. Накрываю крышкой. Так, сейчас будем делать зажарку. Сковородочку я хорошо разогрела. У меня это чугунная сковорода. Лучок сначала. Прижарю его до золотистого цвета. Ну, примерно минутки 3-4. Я на сильном огне прижариваю такую. Хочу, чтобы, знаете, такая зажарочка прям была насыщенная. О, смотрите, как начинает прижариваться лучок. Шикарно. На этом этапе я добавляю нашу морковь. И еще пару минуток. Ждем закипания водички и будем выбирать лишнюю пенку, которую выделит картошка. Так, смотрите, вот до такого примерно состояния лучок и морковь мы прижариваем. Слегка-слегка. И выключаем, наша зажарочка готова. Супчик закипел. Убираем вот эту вот лишнюю пенку. Показываю я вам все в подробностях, потому что смотрят не только опытные кулинары, но и новички, чтобы всем было понятно все процессы. Теперь, когда мы пенку убрали, будем сбрасывать зажарку. На этом этапе добавлю еще 1 чайную ложку, такую большую соли, и накрываю крышечкой. Теперь буду разбирать наши голени. Убирать эту кожицу. Ну, вы можете оставить, я ее просто не люблю. Кто-то целиком прям голени ложит в супчик, и все. Вот так вот я выбираю чисто мяско. Вот так. Такие достаточно крупные кусочки ложу, чтобы чувствовалось мяско. Вот так вот. Так получается и экономнее, и дешевле. И с голени получается очень насыщенный бульончик. Обязательно попробуйте. Наш супчик варится примерно уже минут 10. Уже картошечка практически готова. Добавляю мяско, которое я обобрала. И на этом этапе из приправ я добавляю куркуму. Немножко. И черный перчик молотый. Все, больше из приправ я не добавляю ничего. Я специально хочу, чтобы именно очень яркий был вот этот вкус гороха и куриного бульончика. Вот такой вот, смотрите, какой красивый. Добавляем бульончика еще сверху. Вот так вот. И теперь довариваем еще минутки 3 до готовности картофеля. Супчик я уже выключила, он у меня настаивается. Тем временем хочу порезать укропчик. Это у нас будет уже в тарелочке идти для подачи. Мелко крышим. Все по стандарту. Можете взять любую зелень, которая вам нравится. У меня был дома укропчик, поэтому я беру его.
Наш супчик готов. Смотрите. Во-первых, какой яркий. Во-вторых, обратите внимание, горох как хорошо разварился, его практически не видно. Как я и хотела. Я прям обожаю, когда вот такой вот горох. Сейчас будем насыпать по тарелочкам. Посмотрите, какая красота. Очень ароматно, очень ярко. Прям весной запахло. Теперь добавим немножечко укропчика. Посмотрите, какой шикарный супчик получился у нас. Смотрите, супчик наш готов. Одна тарелочка, вторая тарелочка. А для кого же вторая тарелочка? А вторая тарелочка у меня для моего главного дегустатора, для моего мужа. Ну что, муж, как тебе? Вот, а сейчас попробую. Давай пробовать. Так, интересный. Нарядный, да? Интересный супчик. Ты же знаешь, гороховый суп один из самых любимых супов. Ты себе поменьше насыпала. Ну, правильно, Да. я побольше размером, мне побольше. Ну, давай попробуем. Давай пробовать. Так. О, все, пошел я отсюда. Угу. Песня. Смотрите, какой он красивый. И красивый, и наваристый, и нажористый, и мяско много, и тут, и там. Очень вкусно, смотри. Вот, да. Как мы любим. Гороха не видно. Красота. Он весь разварился. Он разварился, реально. Он разварился в пюре. Друзья, ну вы все увидели сами. Обязательно повторите этот рецепт. Вот. Диана вам плохого не посоветует. Да. Мы едим уже много лет такой суп. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита. И я присоединяюсь. Всем приятного аппетита. Если вам понравился рецептик мой, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Да. С вами была подписывайтесь. Академия Вкуса, кулинар Диана. До новых встреч! До скорых видео.